Привет, Cover Project, я Ксения. Я Ангелина, и мы приглашаем вас посмотреть наш проект. Как началась история у вас работы над этим проектом? К нам обратилась заказчица с Ангелиной. На тот момент она уже приобрела этот дом. А у нас было несколько проектов деревянных домов. На самом-то деле не очень много, но они были, мне кажется, какие-то такие нетипичные для срубов, с нашим видением, что оно какое-то альтернативное, что это не русский сруб. И ей, видимо, нравились наши работы, и она обратилась к нам. Даже перед тем, как начать работу и там, прийти к договору, к соглашению, мы выезжали несколько раз на объект, осматривали его, советовались, чего хочется заказчице. И дальше уже начали работать. Видимо, когда произошло вот это попадание, совпадение. Была задача сделать загородный дом, дачу, где они классно с семьей будут проводить лето, приезжать сюда зимой на выходные. И мне кажется, до сих пор он именно эту опцию и исполняет. Ты сказала, что ваши дома отличаются от стандартных срубов. Раскрой эту тему поподробнее. Когда мы сюда приехали, это был абсолютно классический сруб, абсолютно классического цвета, с абсолютно классической верандой пристроенной, неутепленной. Когда мы начали заниматься планировкой, мы сразу поняли, что все классно, но по пожеланиям заказчицы абсолютно не было места на классную столовую. Ну, она рассказывала, как бы она хотела там печь блинчики, здорово завтракать по воскресеньям. Пространство первого этажа по факту заняла большая светлая гостиная, кухня, спальное пространство, гостевой комнаты, санузел, бэк-китчен из вот этой темной с кровлей открытой веранды. Мы пригласили архитектора, он нам помог с конструкциями, и у нас родилась идея сделать там просто открытую веранду с витражами, полностью ее разобрать, застеклить, сделать там остекление верхнее, и чтобы это была классная, всегда светлая столовая. Как у вас появился вообще этот дом со сруба? Вы специально искали такое место? Слушай, ты знаешь, у меня же муж парусник, он же у нас серфингист, мастер спорта. И мы вообще всю жизнь по молодости гонялись. Так смотри, я хочу сюда, мне здесь будет удобно, я а ты давай сюда. Да. Всегда думали, что нам нужен дом у воды. И мы сделали много усилий, но таких красивых локаций, как в Питере, например, нет у нас. Вот, мы приехали посмотреть дом, он был у нас против, продавался на тот момент. Этот дом мы не увидели в объявлении. И когда мы увидели ширину вот этого бруса на 30, я говорю: Вова, я не знаю, но мне кажется, этот дом, наверное, продается. И мы начали смотреть его. Он был прекрасен. Мы пришли, в нем никто никогда не жил, он стоял уже 8 лет. Зашли в дом, и ты знаешь, вот этот вот цвет стен. И когда я увидела в этом свете, хоть он был и грязный, за ним никто не ухаживал много лет, но он был все-таки под крышей, он был под окнами, он был в очень прекрасном состоянии, он уже 8 лет постоял, он была ангарская сосна, и, конечно, мы даже не сомневались, что надо его брать. Немаловажную часть в работе над проектом занимает текстиль. И у вас в гостиной не совсем стандартное решение. Да, как ты видишь, у нас вообще, в принципе, из текстиля в доме только ковры. Мы не использовали портьеры, мы использовали здесь жалюзи. Мы пошли тем же путем, как и всегда, сочетать несочетаемое. И выбрали специально разные фактуры, текстуры ковров, разный цвет. И они прикольно уложены, что, мне кажется, очень отвечает геометрии дивана, и такая же легкая хаотичность. И по ним очень классно ходить, очень клево. И вообще нам, в принципе, нравится сочетание, когда можно использовать в одном интерьере несколько ковров, положить их там как-то друг на дружку. Даже когда не рисунок играет роль основную, а именно фактура. С кем вы работали? Да, и ребята из Art Viewer нам помогли с этой задачей очень классно. Да, у Art Viewer классно есть вот эта история с примеркой ковров, и они привозят там и 5, и 6, и 20. И 20, да. Да, это очень удобно. Замечательная их команда помогает все застелить, посмотреть. И опять же, по каталогу, почему сложно выбрать. Бывает ковер, ты его положил по свету, он в один цвет,
перевернул, он вдруг... Когда ты смотришь на многие ковры, у них есть матовые, джутовые, там плетеные. Это одна история. Какие-то циновки бывают, какие-то шелковые ковры, у которых есть какие-то просто баснословно красивые переливы. Ну, то есть, возможно, сам ковер, ты бы на него не обратил внимания, а когда ты там кладешь его как-то по свету, он начинает круто играть, и это совсем другое дело. Без примерки не берем ковры. Без примерки сложно, без примерки, если ты только очень сильно влюбился, и потом весь интерьер выстраиваешь вокруг этого ковра, что, в принципе, тоже имеет место быть. Этот ковер отсылает к русским мотивам, но при этом он выглядит достаточно современно и является такой связкой между классическими русскими ремесленными предметами, орнаментами, какими-то вещами и современностью. Я думаю, для вас не секрет, что сейчас не самые простые времена для Ютуба, и нам как никогда важна ваша поддержка. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, оставьте комментарий, даже если вам все не нравится, мы читаем все, и ставьте лайки, колокольчики, вот это все. Нам очень нужна ваша поддержка. Спасибо. Расскажи про этот проект, как здесь повлияли заказчики на интерьер, который получился? Нам очень повезло, потому что Лена очень сама по себе яркая, интересная и творческая женщина. И, наверное, она могла бы быть сама проектировщиком, дизайнером, потому что в ней эта жилка точно прочувствуется. Да, собственно, так и получилось. Поэтому, мне кажется, в каждом элементе дома что-то узнаешь. Вот здесь вот какой-то элемент гардероба, здесь какая-то черта характера прослеживается. Например? Ну вот, например, полосатая штора в маленьком гостевом санузле — это однозначно омаж на футболку заказчика. Потом этот диван. Сразу понятно, что вокруг человека всегда очень много людей, очень много детей. Большой стол столовый. То есть тоже это очень хлебосольная семья. Тут всегда гости, творческие люди. Поэтому представить заказчика в скучном каком-то бежевом интерьере невозможно. Также невозможно Лену представить в каком-то совершенно стерильном минимализме. Он просто ей не подойдет. Поэтому, когда человек с такой харизмой, то всегда и интерьер получается харизматичным. А нужно ли пытаться как-то держать заказчика в рамках, чтобы его фантазия и его хотелки и внутренний мир не превращали дизайн интерьера в какой-то кич? В любом случае ты управляешь проектом. Это к тебе же пришли как к профессионалу. В этом-то и твоя задача, то есть собрать все данные, сложить из них пазл и отсечь ненужное, то, что потом станет обоим понятно. Дома в Срубе выглядят сильно по-другому в плане интерьеров. Как у вас устроилась работа? Как тут появился диван B&B? Что, мне кажется, это, наверное, вообще единственный диван B&B за Уралом в Срубе. Люстры, достаточно нестандартный подбор плитки, откосы очень интересно сделаны. Как вот этот концепт у вас рождался? Почему вы использовали эти предметы? Цвета. Диван B&B, мне кажется, классно сюда встал, потому что, мне кажется, это один, по сути, из немногих диванов, таких культовых, да, по дизайну, но и по функционалу, что его можно расположить на 2-3 стороны, потому что пространство гостиной сформировано так, чтобы тут могла семья отдыхать, смотреть на камин, на печку, как горит огонь. Кто-то может просто смотреть на картину, а кто-то смотреть телевизор. Или же дети могут тут прыгать, бегать. И является какой-то такой, мне кажется, точкой притяжения. Да, он тут самый главный, он двух цветов. У нас сразу была идея сделать его разноцветный, разнофактурный. Мы, мне кажется, с Ангелиной любим такие сочетания, мэтчить разные материалы, ткани, казалось бы, иногда даже вообще несочетаемые. Ковры. И ковры. Да, и ковры. Насколько для тебя важен подбор предметов при работе с интерьером? Потому что тут есть фактически некоторые предметы коллекционные.
Есть какие-то предметы, которые действительно ассоциируются именно с заказчиком, с личностью. Ты думаешь, этому человеку так это подходит, и это действительно в итоге как бы подходит и сочетается. Печка, которую мы выбрали. В привычном срубе мы бы видели там изразцовую печь. А здесь это современная интерпретация русской печи в нашем видении. Предметы, которые мы подбираем, они как-то вот приходят. Какие у вас сложности возникали непосредственно работы с срубом? Мне кажется, на самом-то деле тут мало какой-то столярки, интегрированной мебели, что часто там в новых домах, допустим, занимает большой пласт времени. Здесь все предметы такие отдельные, самостоятельные. Именно сама подготовка сруба, всей вот этой вот инженерной части первой, она была такая очень, мне кажется, емкая. Расскажи про искусство в этом интерьере. Вот картина в гостиной роскошная. На самом деле, с этой картиной мы не оставили заказчице выбора. Мы были в Санкт-Петербурге в галерее Марины Гисич, там была выставка Швецова, и мы просто попросили, эмоционально позвонили заказчице, попросили снять замеры места, куда мы предполагали, мы будем размещать, и сказали, что, Лен, надо купить. Очень надо. Классная картина. И она так поддерживает лес. На самом деле эта работа, она потом собрала все. То есть она как бы собрала всю гостиную. Остался вот этот прекрасный фон вот этого медового бруса, перетекающий в такие же медовые полы. Потом уже мы подбирали к оттенкам на работе обивки дивана камелеонды. Ну и вот как-то так. Когда вы только сюда приехали, начали жить, какие у вас чувства и эмоции вызывал этот дом и интерьер? Ой, все началось с этой картины, о которой девочки рассказывали. На самом деле она появилась, да, и поначалу я не могла ее принять, мне показалось, что немножко как-то грустно. Я поняла, что она очень здорово по концепции, по цвету. И что мы сделали? Мы вывесили ее в одном салоне интерьерном в Казани. И я ходила, на нее смотрела 2 месяца. Я приходила, они ее повесили на стену, прекрасно смотрелась, но она везде, просто она красивая работа, что там ее, конечно, везде красиво смотрелась. И я пыталась ее принять. Слушай, я ее приняла, и потом так полюбила, что я говорила, ну все, мы ее забираем. Вот в какой-то момент мы ее забрали, она какое-то время побыла у меня в офисе, и потом ее вот перевезли вот сюда. Вот. Но когда она появилась, отсюда все, здесь и цвета заиграли. Возникали сложности и трудности при работе над проектом? Вообще сруб, чтобы сделать его внешний вид интеллигентным и аккуратным, мы совместно с прорабом каждый раз устраивали консилиум, поэтому многие узлы мы придумывали по ходу пьесы, потому что иначе невозможно было. Мы делали несколько вариантов, экспериментировали и выбирали совместно какое-то решение. Как правильно, элегантно завершить откосы дверные. Даже как красиво покрыть сам сруб. То есть мы делали очень много выкрасов, очень много вариантов, что это будет лак, масло. Тщательно выбирали места размещения электрики, потому что все это проходило горизонтальным бурением, было довольно сложно. Мы сразу решили, что никакой открытой проводки у нас не будет, поэтому у нас очень много, например, розеток в полу, потому что это технически проще, чем на стены высверливать. С вентиляцией тоже было очень много сложностей. Мы в итоге остановились на таких прикольных соплах вращающихся, потому что они нам технически подходили больше и визуально. Хочу напомнить, что дополнительные материалы кавер-проджекта вы всегда можете найти в нашем телеграм-канале. По этому проекту мы выложим туда планировку, а также рекомендации от дизайнеров. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм и переходите за дополнительными материалами. Какие ты эмоции испытывала, когда ты вот пришла, интерьер уже готов, все собрано? Мне кажется, интерьер получился очень жизнерадостным. То есть тут прям хочется улыбаться. И заказчик такой же, всегда встречающий с улыбкой, большими теплыми объятиями. Такой же и дом получился. Про ваши чувства в этом доме. Как вы тут счастливы? Как интерьер на вас влияет здесь? Как влияет интерьер?
Ты знаешь, как интерьер влияет? Вот мне кажется, самая главная задача интерьера — чувствовать в нем, как, вот знаешь, как у себя дома. Вот чтобы не цеплял ни один угол, ни один свет, чтобы тебе не хотелось что-то подправить, что-то там где-то добавить. Вот он до такой степени у нас гармонично доведен своими деталями, архитектурными решениями. Вот эти красивейшие проходы, которые освещаются светом, это просто фантастика, ты знаешь, как влияет. И, в общем, самое главное в жизни — это просто себе не отказывать, просто радоваться. Вот прямо вот моменту, понимаешь? Вот по газону, который муж только сейчас настриг. Вот идешь, а с утра роса, а выходишь на огород часиков в 5, а там вот она просто вот лежит такими огромными каплями, понимаешь? Это очень красиво. Красиво везде, и красиво люблю. И люблю девочек, и люблю то, что они сделали, и люблю своего ландшафтного дизайнера. И вообще важно все. Очень важно подобрать правильных людей и просто им довериться. Это залог успеха. Это залог успеха. Спасибо большое. На здоровье. Спасибо.